дамы и господа, адекватные зрители, друзья и недруги. Здравствуйте всем. И сегодня мы снова на даче. Время 7:20, 7:15. Еще только расцветает. И что? Мы будем сегодня делать сок. То есть не сок, а скорее всего это называется концентрат фруктовый. Виноград, яблочко режется и через пароварочку прогоняется. Весь процесс я вам сейчас все покажу. Так как все созрело, родители улетают через 2 недели скоро в Алмату. И некогда будет заниматься. Я улетаю тоже потом в Турцию отдыхать. Так, сейчас мы пройдемся на дачу. Немножко расцветет, сейчас чайку попить. Расцветет. И будем срезать виноград, яблочки, мыть, резать. В общем, все делать. Остаемся, смотрим. Лайки, комментарии, там, все, что положено для ютуба. Там, так, по-всякому, в общем, делаем. Хоть танцуйте с бубном, чтобы были движения на канале. Все, до связи. Вот, еще толком не расцвело. Не знаю, как камера передает. Тут, видите, лежит досточка. Что бы это значило? Вот скажите мне, досточка и песок. Да, вы догадались, правильно, умники и умные. Это будет сейчас сажаться чеснок. У нас начало сентября. Вот, да, сажают в октябре. Ну, так получилось, да. Я уже говорил, то, что мы все в отпуска разъезжаемся, и надо это все сделать. И сейчас мы будем сажать с вами чеснок. То есть я не буду сажать, будет сажать мама. А я вам покажу, как это все делается. Помидорок уже нету. Вчера последний забрали. Вот один куст стоит, он зеленый, не поспел. В общем, ничего уже нету, кроме яблок и винограда. И вот лавровый лист еще растет. Там еще все копошатся, готовят. Кстати, сажать будем лука-чеснок. Лук Суворова, который мы недавно с вами выкапывали. Вот этот есть лук. Это вот тот самый урожай, который мы выкопали буквально... Когда мы выкапывали чеснок? В августе. Вот. И сейчас будет он сажаться. Нет, в июле. В июле. Вот. И сейчас он будет у нас сажаться опять. А вот, друзья, процесс пошел. Вот таким вот этим макаром все выгребается. Кстати, вот чесночок вот такую одну головочку или две передали нам в Сибири. Несколько лет. Зубка. Передали нам много лет назад. Ну, немного, 4 года назад, наверное, или 3. Да. И вот с этого вышел такой урожай. И, в общем, сейчас мы делаем грядочку. Ну, не мы, мама делает. Я в зелени тут не очень. Посыпаем песочек и сажаем лучочек. И будет следующий. Так, подай мне песок. Вот песочек надо подать. Давайте. Вот сюда поставь. А вы расскажите, как вы сажаете чеснок? Ну, видите, мы глубоко не сажаем, так как морозов, ну, бывают морозы, но не очень много, да? Он не замерзает. Вот расскажите в комментариях, напишите, вы тоже песок сыпете? Я вот первый раз-то узнал, что песок надо сыпать. Я даже увозил в Норвегию Герду, такой вот лука-чеснок, лук Суворова, и он тоже спрашивал, как сажать. Мне пришлось специально звонить, консультироваться. Консультации чего? Вот так вот. Я посмотрим, на какое расстояние мы. Так, бабац, в общем, видите. Его даже не видно. Ну вот, но весь процесс я вам показывать не буду. В общем, надо засадить всю вот эту грядку. Вот так вот, ребятки. Время без 27. Так что работаем, друзья, работаем. Иван Петрович уже тут что-то делает, яблочки нарезает. Расскажите, Иван Петрович, чем вы тут занимаетесь такого сранья с утра? Говорите, вот микрофончик вам давайте поднимемся. Вы посмотрите в камеру, поздоровайся со зрителями. Здрасте. Чем ты тут занимаешься? Занимаюсь, буду варить сок с яблок и с винограда. Ага. И как давно ты этим занимаешься? Давно уже лет 10. Ага. А вино? Вино будешь в этом году делать? Да, буду. Сколько литров делаешь вина? Вот. Много, до 100-150 литров. Вот с этой всей плантацией своей. Да. Ну, молодец какой, это уже фляйсик. А сам пьешь вино? Не сильно. Да, кстати, ребят, я знаю, да, то, что вот он большинство все раздает, да, вино раздается все. А эти яблочки пока мы то, что с пола собрали, помытые, и он сейчас будет их мелко-мелко резать. Я пойду виноград собирать, и потом мы в пароварочку. Ну, ладненько, что, удачки вам. Ну что, ребятки, пришло мое время вспомнить мое детство,
Кстати, виноград. Я же в Алмате родился, я же говорил, он вырос. И мы в школе с 3 класса, кажется, начиная, ходили. Или 4. Вам с какого класса нас на виноград посылали? С 4, да? С 4 класса нас посылали в сентябрь. Обычно выходили 1 сентября в школу. Отучивались, наверное, 2-3 недели. И потом месяц-полтора все ученики шли собирать виноград. Но повезло нам то, что многие на хлопок ехали в тех странах, Узбекистан, Таджикистан, а мы на виноград. И да это даже денежку какую-то платили нам там, небольшую, но платили. Вот вспомнить надо, как оно все это функционирует. Вот красота какая. Ну да, кисточки небольшие, ну, для сока нормально. А там у нас, конечно, рос шикарный виноград. У нас там был и мускат, кульжинка была, дамский пальчик. О, там вкусный виноград, много винограда было. 2-3 грозди сорвешь, и ведро полное. А засчитывалось у нас, кстати, про ведро. За ведро ставили баллы, а потом оценивали, там, денежку как-то платили. Мы тоже обманывали, конечно, бедных нас детей, детишек в коммунистической стране. Напишите, кто с азиатских стран. А, кстати, сколько знаю, в Беларуси вроде на картошку, да, ездят. Вот напишите, кто с азиатских стран, кто собирал виноград или хлопок. Мне только вот на винограде пришлось поучаствовать. Все для страны. Детский труд. Низкооплачиваемый. Ну вот, минут 5, наверное, 7. И ведерочко я собрал такого винограда. Вот все на сок пойдет. Да, грозди маленькие. Не то, что там накидал пару гроздей. Ведро полное. Это все пойдет на сок. Сейчас также мыть, перебирать ягодка к ягодке. С яблочками. И будет вкусный сок. Так, мама там чесночком еще занимается. Я ведерочко 1,5 собрал уже. Папик, посмотрим, что делает. А Иван Петрович, яблочки сами вырастили, вкусные яблочки. Поверьте, не те, что с базара, из магазина. Эти яблочками пахнут. А тут и много яблок нет. Ты собрал, да, их, эти яблоки? Это дерево уже? Гнилые попадали. Да? Там я собрал немного. Или кто-то лазил. Кто-то лазил, яблок много было. Много было. Кто-то Ну, лазил вот, сюда. вот тут еще деревце осталось. Это Но это остается позднее, да, это октябрь, позднее, да. ну, яблоня. Кто-то лазил, мне кажется. Яблок много было. Много яблок. Я, кстати, в том видео вам показывал, ребятки, вы видели, яблок много было. Тут еще висит он гроздь. Я там штуки 30 Совсем снял, чуть-чуть. и всё. Ну, вот так вот случается. Даже камеры не помогли, а яблоки тырнули. Так яблока нет толком, да? На сок. Конечно, ну это яблочко. Ну, это не на сок, надо домой взять пару яблочек Да, покушать. возьми. Я тут только беру, которые плохие. Да, мы на сок возьмем, которые плохие. Слышали? Этот виноград еще останется висеть. Я, может, перед своим отпуском еще дособираю, приеду. И вот тут птичка уже норку себе делала, клевала. Ну что, пойдемте дальше заниматься виноградиком. Посмотрите, друзья, какое прекрасное утро. Время 20 минут 8. Дымка, туманчик. Кстати, сегодня первый день так холодно стало. Вот соседская дача, тоже Виктор. Смотрите, какие яблочки у него. У него слива еще висит даже. Ой, да много сливы, посмотрите. У нас сливу все собрали уже, у родственников все пособирали в домах. А тут сливы сколько много, смотрите, красивая у него. Вот, пойдемте прогуляемся, я вам покажу дачки немножко. Как я уже говорил, на 99% весь русскоязычный народ наш здесь. Тоже вот эти деревья очень хорошие, вкусные яблоки. Это сосед новый уже поменялся, вот те деревья. И плодоносят хорошо, и яблоки поздние, вкусные, сладкие, очень сладкие яблоки. Тоже вот дачка. Ну, кто чем богат, тем рад. Ну, я же говорил, это дача не для проживания. Да? Тут все, кто живут, они находятся в 500 метрах, находятся квартиры.
собственные. Это, и посмотреть, вот там, за теми вот буграми, елками, в общем, живут люди. Херберхаузен поселок называется. Ну, не поселок, а скажем, городского типа, такой многоэтажки стоят дома. Птички летают, синички. Кто-то цветочками увлекается. Вот, посмотрите, какие цветочки красивые. Покажу. Вы же любите цветочки. Садоводы, напишите, как вам дача. Но я вам еще раз говорю, это не для того, чтобы набирать плоды. Тут от этого жить не будешь. Это люди больше хобби занимаются. Чтобы просто провести время. Свободно. Много пенсионеров. Цветочки, яблочки, картошечка. Ох, какие. А это не яблоки, это хурма похоже. Это тоже дерево, на облепиху похоже. Ну, у кого-то казаны стоят, печки. Так, сейчас мы еще круг такой нарежем с вами, красивый, небольшой. Кто на что гораст, посмотрите. Везде порядочек. Кто как может, так делает. Ну, порядок. А тут все заросшее виноградом. Тут я знал этого хозяина, тоже виноградик. Смотрите, какой растет у него красивый. Прямо возле дороги. Понимаете, ни у кого рука не поднимется сорвать его, своровать. Хотя у нас яблоки трянули, да. Детская площадочка. Смотрите, красиво как. А это вот тоже кулибин. Кстати, смотрите, какая карликовая яблонька. Какие яблочки большие у него. Кулибин, смотрите, струб, да, что придумал. Очень оригинально, я вам скажу. Прикольно, что. И цветочки посадил сюда еще. Опять яблонька. И опять яблонька с цветочками. Много лет уже этим дачам. Вроде бы контракт подписали еще на лет 10. Потом их собираются сносить все. Загоняют большие экскаваторы, сносят все полностью. И все, и будут ставить солнечные панели. Вот тут, смотрите. Тоже ягодка. У нас была такая ягода, даже крупней. Повырывали ему кусты. Она как сорняк уже лезет, потом везде невозможно. От нее просто забор посадили. Скажите мне, что это за ягодка? Кто знает? Пишем в комментариях. Я не садовод. Рассказывайте, мне все интересно. Тут тоже ягодка. Розочки, цветочки. О, какое красивое дерево. Смотрите, покажу вам. Необычное немножко. Ага. И вот мы с вами вышли опять к нашей даче почти. Вот тоже, смотрите, как красиво, оригинально сделал. Там с краю стоит домик небольшой. И тут у него зона гриля, барбекю. Очень красиво, оригинально. Приветствуется. Видно, что ручки растут с правильного места. Ну вот, мы опять вышли к дачам. Пойдем дальше собирать виноград, ребятки. Надо работать. Надеюсь, вам рум-тур. Рум-тур-мур-тур. В общем, прогулка утренняя по дачам понравилась. Не отключаемся, не переключаемся, смотрим дальше. Весь процесс сегодня будет. Ролик может показаться длинным. Как я вам говорил уже, кстати, я третье ведро уже набираю. Как я вам говорил уже, вроде тут квадратный метр-то собрал 3 ведра уже, да? Все-таки маленькие, но много. Мы когда на виноград ходили в детстве, виноград собирать, в школе нас посылали. Так, знаете, мы умудрялись обманывать. Знаете как? Листьев нахреначишь ведро вот так. И сверху 2 грозди. И бежишь, там ведрами засчитывали. Так не так-то было, просекали. Это не первый год, родились старшеклассники, потом мы стали старшеклассниками, ходили-то все собирать виноград. Все равно просекали. Ряд собрал, идешь к бригадиру там кто. И они у вас идут, проверяют за вами. Не дай бог, они такую вот кисточку найдут.
Заново проходишь. Все это ягодки собираешь. Да. В стране нужен был сок. Все для страны делалось. Я уже секатор убрал, тут с секатором не очень хорошо. Не подлезешь везде. Я постараюсь, по крайней мере, верхние все убрать, собрать, чтобы если папик потом останется, снизу только легче будет ему собирать. Он там уже яблочки чистит уже и виноградик сортирует ягодки к ягодке. Ну вот то, что я собрал с квадратного метра, я покажу. Получилось 4 ведра почти полных, там я отсыпал чуть-чуть уже, ну да, тут водичкой залили. Есть где-то зелененькие ягодки, да, не подоспевшие, но это ничего страшного нету. И смотрите, виноград весь остался, да. Получается, вот я тут топтался, вот это все падало. Вот отсюда сюда и сюда, это квадратный метр, я постарался так вычистить сверху. Тут еще вот надо подлезть туда, вот туда подлезть надо. Кое-что подсобирать. Ну да, урожая много. Вот это, скорее всего, останется висеть еще, доспевать. На стенке это тоже останется висеть, поспевать. Будем собирать то, что сверху, поспевшее. Ну, в следующую неделю еще что-то будем доделывать. Папик с яблочками там копошится все. Сейчас будет весь процесс самогоноварения, то есть соковарения, или как это называть, концентратоварения. Яблочки, да, яблочки, вкусные яблочки. Вы любите яблочки? Напишите мне. Вот, друзья, а теперь нам надо чайку попить. Устал я, устал. Чайку попить. Кстати, вы видите, кто там у нас на фотографии? Вот, тот подонок, который раздаривал русские земли. Такой стаканчик у нас есть вот. Готовить, делать, да, папик ругается, говорит, готовить, делать надо. Да много работы, дача. Это кажется так, что дача. Надо и то приготовить, и все приготовить. А ты с кем разговариваешь? Я вот с народом, с подписчиками. Ах, ты с виноградом разговариваешь. Вот, хотя вроде 3 соточки тут, 3,5 соточки, а работы, да, много, конечно. Да, если вот, тем более в командировке. У меня папик, кстати, до сих пор работает, да. Респект и уважуха. Сколько? 8 лет ты на пенсии уже? Да, точно, 18 сентября. 10 будет следующий год? Ну, короче, 18 сентября день рождения будет, кстати, в этом году. И будет ему 75. 75? 74. А, 74. И получается, да, 74, 51 года. То ты уже, да, 8 лет на пенсии. Но он получает свою пенсию полноценную и работает также со мной на фирме. Полноценно, командировки постоянно, отели, в общем, покатухи. Катаемся много. Поэтому времечка не очень много хватает за дачей ухаживать. Я ему сказал, иди на пенсию, вот, отдыхай тут. Занимайся чем-нибудь. Нет, не хочет. Говорит, не хочу. Говорит, хочу работать. А нет, тут не дело не в жадности, не в деньгах, конечно, дело это все. Ну, чувствую себя хорошо. Дай бог здоровечка. Еще столько лет. Вот. Ну, говорит, работать, что, говорит, дома сидеть буду. Ну, дача. Каждый день на даче тоже не будешь сидеть. Так, друзья, други-подруги и недруги, что? Есть ликвид, есть не ликвид. То, что у нас не ликвид, идет в эту бочечку. Как вы думаете, зачем? У меня папик сегодня камераман. Он снимает нас, киношки делает. Я всех припрек, всем работу дал. Вот, видите, все ради вас, рукавички одел даже. Посмотрите, как вы думаете, зачем это я делаю? Покажи бочку сюда. Вот, видите? А это мы возьмем вот так. И будем давить это будем. Давить. Смотрите, какой виноград. Сочный. Вы посмотрите, какая. Из этого получится шикарнейшее вино. Вы просто не представляете, какое вкусное вино получается. Не то, чтобы нажраться, напиться. Нет. А именно жажду удаляет. Стаканчик выпил холодненького вина с подвальчика.
и прекрасно. Процесс, конечно, я вам не буду рассказывать, это наш секрет, так как вина делали еще в Алмате, дед делал тоннами. И никто не нажрался, а в меру все было хорошо, как сок. Вот так, ребятки. Теперь мы будем дальше виноградик собирать. Надо еще сок делать. Так, что ты сказать хотел, папа? Я хотел сказать, надо дальше собирать. Дальше собирать, он только дальше собирать. Все, значит, собираем дальше. Их вот сюда положили. Да, сейчас. Так, ну что, процесс у нас начинается. Вот видите, уже водичка кипит, бурлит. Запускаем наш аппарат барбузин. Так, это все вот так делается. Газик-мазик. С сахаром в этот раз мы не будем мешать или будем? Но обычно ложечку сахара ложили на вот такую вот штуковинку. Тут шланчик с зажимчиком. Да мне, что вам объяснять, мне кажется, вы все это знаете, сами это все многие делают. Ну, просто хотелось показать, то, что мы тоже это делаем. В общем, мы не отстали от жизни. И витаминки, ребятки, витаминки. Заливаться это будут все вот в эти бутылочки простерилизованные. Очень вкусный напиток. Нет, не то, что в бутылочках, а то, что вот здесь будет сейчас. Так, вот папик готовит первую заготовочку. Яблочки, виноградик. Винограда больше, да, ложить? Или ты положил винограда побольше там? Винограда больше ложи. Я там в середину положил. А, положил, да? И получит такой соковиноградный яблочный компот. Так, идем. Сахар еще надо, вы слышали. Но немного, ложечку, максимум ложечку ложишь сверху. Ставим ее вот так сюда, все. Вот такой красивый компот получается. Посмотрите, какая ляля. Сейчас он начнет прокипать и будет собираться. Вот здесь жижелево такое вкусное. Очень цвета красного такого, насыщенного цвета должно получиться. Должно получиться, да? Вот, и расскажи, что ты делаешь. Сахар открываешь, все понятно. Ну вот я думаю, пол такой рюмочки делай, больше не надо. Все, хорош, иначе слишком сладкий будет. Не будет сладкий. Будет сладкий. Вот так я всегда делаю. Вот все. Все, пойдемте, папик засыпает сверху еще сахара немножечко. Да, все, съедай, все. Испарится все. И мы это дело все накрываем крышечкой. Где у нас крышечка? Смотри, огонечек надо бы сделать чуть потише, так как он уже, тут я вижу, кипит. Вот так вот. Все. Бутылочка. Все, оставь, все, хорошо. Все, теперь пускай. И теперь мы ждем, ребятки, ждем. Как пойдет? Как пойдет, так пойдет. Прошло ровно 15 минут. Даже не 15, наверное, 10. Посмотрите, вот шланг набрался уже компотиком. И сейчас мы его откроем и оставим. И пускай он будет цедиться. Так, как-то красиво же вам показать, как оно будет капать сюда все. Оп. И вот. Жидкость пошла. И, в общем, вот так он будет цедиться. Вот такой компотик на зиму у нас. Так, вот теперь папа пробует рюмочку первую. Она горячая, правда, очень. По сладости как? Сладкое. Очень сладкая. Ну так себе. Так себе. Значит, меньше сахара еще ложить надо. Нет, попробуй еще. Обязательно, сейчас попробую. Друзья, ну что. И пришел мой черед попробовать рюмочку за ваше здоровье. Это не алкоголь, это сок. Сок. Очень вкусный. Нет, ну соком точно назвать нельзя. Концентрат такой яблочно-виноградный. Цвет такой шикарный, посмотрите. О, красиво. Очень сладкий получился. Кстати, с кислинкой. Так как, я думаю, виноград еще не до конца дошел, кислинку дал. А сахар, ну сахара было, тут такая рюмочка была сахара на весь этот. Вкусно. Вот буду зимой пить, буду вспоминать, как это мы делали. Витаминчики. А вы смотрите, друзья, смотрите. Будьте добрыми, не желайте зла никому. И у вас все будет хорошо. Вот. Я на связи. Просто символ на здоровье.
Ну, еще раз вам покажу, вот так вот по капельке, по капельке. Бутылочка почти полная. Мы ее прям под завязку до самого горлышка сделаем. Закроем крышечкой, пока это все дело горячее. Когда будет остывать, остынет, оно усядется, может, с полсантиметра. И создастся вакуум. И не воздух, это будет вакуум. И поэтому оно хранится довольно долго. Хотя бутылки тоже и стерилизовали, горячей водой промывали. И крышечки тоже так же все моются. И посмотрим, что у нас тут. Ну, еще нет, еще пару капелек. Так, и водичка. Ну, компотик еще есть немножко у нас, но нам нужна водичка. Что, с водой? Поднимай другую, да? Воды хватает еще. Ну все, этот жмых. Ну хотя нет, смотри, пошло, смотри. Идет. Следующая бутылочка. Хороший напор довольно, ребятки. Это вот с одной закладки мы литр сделали, и тут еще уже грамм 150 набежало миллилитров. Сейчас все на даче здесь. Мы снимаем урожай этого года, 25-го года. Получился хороший виноград у нас, яблоки. Это вот 10 минут 3 ведерка насобирали. Ребят, там столько винограда еще. Да. Вот еще все. Вот тоже виноград. Изюм. И он еще полностью не поспел, еще на пару недель подождать. Тоже потом будем снимать его. Вот. Тут кое-что поспело, кое-что не поспело еще. Будем тоже ждать. Сейчас тут развели огонь, грильницу. Будем жарить сосиски. Немножко фрюштик завтракать. Завтракать будем. Всем привет. Всем привет, всего хорошего. Так, ну что, у нас опять включение. У нас горит костер, вы видите, дровишки. Сейчас угли будут. Работа работой, а сосисочку жареную скушать, грильную, с горчичкой, да с хлебушком, да под пивко. Вы знаете, как это хорошо. Виноград это да, вот виноград, мы работаем. Там вон насобирали, наковыряли, вот орехов куча, смотрите, собирали. Фу, и висит еще сколько. Я вот собрал тут, скажем, только вверх вот этот вот относительно весь собрал, еще висит пару кисточек, они подозреют, может, через недельку. Доберем их потом. А это все еще осталось. Очень-очень много еще осталось висеть, и по бокам еще, и... Ну, в общем, это много, ребятки. Смотрим. Папик там самогоногонением занялся опять. Мы уже 2 бутылочки, вот, видите, есть. Еще тут капает. В общем, на зиму мы с витаминами. Наша эпопея с самогоноварением закончилась. В общем, виноградик я почти весь собрал. Почти весь, сверху. Чтобы не так тяжело было папику. Там 3/4 я собрал, 1/4 осталась. Я вам покажу сейчас, что у нас получилось для вина. Так, это в тепличке бочечка стоит. Ну, сколько ведер, я не знаю. Это вот 2 ведра сейчас свежих насыпал. А так все жамканное уже. В принципе, бочка была полная, если бы не жамкали уже. Ну, рецепт я вам говорить не буду, это семейная тайна. И вообще алкоголь это вред. Это на вино. Так, там мама яблочки всем раздает. Сейчас мы прогуляемся, посмотрим, еще покажу. Там папик что-то колдует, танцы с бубном. Виноград еще чистится дальше. Яблочки. Вот. Чеснок посадила. Посмотрим, что тут у нас. Тут у нас тоже, ну да, такое варенье, это, конечно, срач бешеный. И у нас тут 4 бутылочки получилось уже, вкусняшки. Тут одна гонится уже. Тоже компотик скоро будет. Срач, но срач, да, это такое дело, в общем, с таким вареньем всегда срач будет. Крышечку на плотно закрывать. И вот такой вот у нас выжимки получились, в общем, оттуда. Были бы свинюшки, конечно, хорошо было бы накормить свинюшек. А сейчас вот я вам расскажу. Ребятки, что еще? В общем, на этом я эпопею закончу. Всем всего хорошего. Мирного неба, добра, счастья. Тот, кто негатив пишет, всех вас нахрен. Всех сотру за баню. Вот, проходим мимо. Ну а тех, кто адекватные люди, позитивные, добро пожаловать на канал. Будет очень много чего интересного.
Канальчик развивается. Молодой. Ставим лайки, комментарии, там, вот так. Дизлайки тоже приму. Критику также приму, но адекватную критику. Все, всем добра, удачи. До встречи.